Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители и все неравнодушные люди. Я юрист Валерий Табаков, и на протяжении длительного времени я публично освещал ситуацию по делу об убийстве Ирины Фарион и продолжаю это делать. На протяжении всего этого времени я также публично обращал внимание на крайне тревожную ситуацию, связанную со сбором денежных средств на правовую защиту Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Фарион. Сегодня, когда новый адвокат Вячеслава Зинченко, Лариса Криворучко, а сегодня у нас 4 июня 2026 года, когда Лариса Криворучко официально заявила о грубейших нарушениях со стороны предыдущих представителей Зинченко, адвокатов Сулимы и Вороняка, пришло время подвести итог и назвать вещи своими именами. Ну, вначале давайте посмотрим одно видео и один скриншотик. Что хочу в конце сказать. Пожалуйста, очень прошу. Не забывайте за донаты на карту Олены Зинченко, несмотря на то, что Лариса Сергеевна настолько прониклась неправильными, процессуальными нарушениями и более невиновного Вячеслава. И работает по программе пробона. Это бесплатная защита. Все равно опять-таки мы же не знаем, вернут нам деньги за экспертизы или нет. Нужны деньги на экспертизы, а это оплачивается, естественно, и даже не обсуждается. Экспертиз нужны не одна и не две, а еще. Поэтому, к сожалению, пока два стервятника в виде Сулимы и Вороняка будут думать по поводу возврата денег и что они надумают, экспертиза нам крайне необходима. Поэтому... Вот это была речь о необходимости очередного сбора донатов. И сейчас я продемонстрирую еще один скриншотик. Здесь мы видим, как этот сбор и куда происходит в данной ситуации. Написано на правовой захист Вячеслава Зинченко. Ну и в том числе на оплату адвокатов, на экспертизы, ну и тому подобное. В общем, вы видите, на что собираются эти средства. Вот, ситуация с донатами на карту матери Вячеслава Зинченко, Елены Зинченко, с самого начала имела все признаки мошеннической схемы. Адвокаты Сулима и Вороняк получали существенные гонорары за свои услуги, включая участие в судебных заседаниях, подготовку рецензий, экспертиз, и это неоднократно подтверждалось в прямых эфирах, в том числе и Татьяной Мусихиной. И я об этом говорил и в своих эфирах, что Мусихина занимается вот такой вот деятельностью. Вместе с группой поддержки Ланы, а это организатор первоначальной группы поддержки Зинченко, которая потом раскололась, так вот вместе с Ланой и ее частью группы я неоднократно требовал от Мусихиной и ее группы требовал предоставления полного финансового отчета по собранным средствам. Сколько средств было собрано, по каким статьям и в каких суммах они были израсходованы. В ответ Татьяна Мусихина и ее окружение вместо прозрачности
направляли меня и других заинтересованных лиц, так сказать, по известному адресу, который, имеет кодовое название «Русский корабль» или «Три веселых буквы», или тому подобные интерпретации. По совету тех же адвокатов Сулимы и Вороняка, они, то есть Мусихина и ее часть группы, заявляли, что готовы предоставить отчет мне только по тем средствам, которые лично я внес. И при этом ни мать Вячеслава Елена, ни Мусихина никогда никому не собирались давать публичный реальный отчет. Это была просто классическая отговорка. А теперь давайте посмотрим еще одно видео, а потом продолжим. По экспертизе, которые не могут потом отдать. Поэтому, чем уверена, что вот это Славик молчи, все потом, не говори, это тоже как раз работа Сулимы и явно не на пользу Славика это все пошло, мы все это прекрасно знаем и видим. Поэтому я же говорю, я видела и ваши публикации, сама публиковала, я напишу фотографии, я просила, можно ли взять или нет, и вчера мне девочка, огромное спасибо, скинула 2 фотки, которые я публиковала в ТикТоке, просто они не попадают в рекомендации, апелляцию я закинула. Максимальный розголос этой истории, он должен быть именно вот таким. И как раз и о том, что про историю Славика и так много людей уже знает, хотелось бы больше, конечно. И историю этих 2 адвокатов. И слава богу, огромного здоровья Ларисе Сергеевне, которая просто вовремя, она просто ворвалась, как свежий ветер в эту историю, как ураган, разметав все на свете. И благодаря ей все это повылазило, а мы уже сложили, знаете, как 1+1, как пазлики. У нас вся картинка сложилась, и вчера мы об этом говорили, за всю эту схему и за все, что могло быть. И за отстраненного, Славик сам принял решение, чтобы Юрий Немировский не участвовал больше в деле, но свою роль в этом сыграл, естественно, и Сулима. То, что было там за лаштунками этого всего, мы, естественно, узнаем когда-нибудь, возможно, намного-намного позже, а может и никогда не узнаем. Но примерно, я думаю, 90% этой истории мы уже знаем, и об этом мы вчера говорили. И вся вот эта схема, а ну-ка давайте, еще не время, вас по очереди вы в конце будете выступать. А когда пришла очередь, а им говорили, что надо было раньше, они молча садились и пожимали плечами. Просто оставив своего клиента, нашего ребенка, под таким ударом, где даже с тем условием того, что они не писали скарги, либо даже без ЕСПЧ. Меня вот эти вот Амелии с капельками уже они меня, бесят. Что ж такое, а? Каждый эфир одно и то же. И поэтому я хочу, чтобы максимально люди знали и в Ивано-Франковске, и в Тернополе. Я знаю, что у них есть дела и судебные заседания. Я хочу, чтобы люди максимально знали, что вот такие адвокаты, которые запросто сливают своего клиента за договорняк, делают якобы экспертизы, которые не могут потом отдать. Поэтому вот я хочу, чтобы знали об этих 2 людях. И естественно, какая бы ни была ситуация, не дай бог, если вы действительно нарушили закон, то тут вопросов нет. А если вы его не нарушили и попали в такую ситуацию, ни в коем случае не обращаться ни к Игорю Романовичу Сулиме, ни к Владимиру Вороняку. Потому что люди даже без лицензии умудряются в суде делать какие-то заседания. И еще плюс за все это было оплачено мамой Славика. Деньги за эти заседания, они были оплачены. Хотя на самом деле эти заседания, как мы уже видим, выходят в ноль. И то, что хочет Лариса Сергеевна, дай бог, чтобы все это получилось у нее, чтобы все это заново отправили на дослідження, на ще. Посмотрели еще один фрагмент из эфира группы Мусихиной от 31 мая 2026 года. Нужно сказать, что новый адвокат Вячеслава Зинченко, Лариса Криворучка, в своей жалобе в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры
указала на эти же факты. Но еще раз я хочу обратить ваше внимание на то, о чем сказала Мусихина. То есть она говорит, вернут деньги адвокаты Сулейма и Вороняк или не вернут, они не знают, будет кто-то этим заниматься или не будет, тоже никто не знает. Поэтому, значит, то, что, к чему она призывает, это просто сказать, чтобы никто из будущих клиентов Сулейма и Вороняка, значит, не заключали с ними договора. Вот и весь как бы результат вот всей этой схемы, которая планирует Мусихина. Ну, теперь давайте посмотрим еще один фрагмент уже из видео Лариси Криворучко. Що це означає? Це означає, що право на заняття адвокатською діяльністю у адвоката Вороняка було зупинено на 1 місяць, у Сулейми, у адвоката, діяльність була зупинена на 2 місяці. Що нам говорить закон про адвокатуру та адвокатську діяльність в даному випадку? Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється в разі накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Відповідно до рішення КДК регіону або ВКДК. Згідно частини 5-6 статті 31 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати. Відомості про зупинення заносяться до Єдиного реєстру адвокатів України. Договір про надання правової допомоги, укладений адвокатом з клієнтом та або особою, яка уклала цей договір в інтересах клієнта, припиняється у разі зупинення свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності. Що я вам можу сказати? Нові договори з адвокатом Вороняк і адвокатом Сулеймою ні Зінченком В'ячеславом, ні, відповідно, іншою особою, зазвичай це є мати В'ячеслава Зінченка, не укладалися. Ну вот, друзья, мы посмотрели и то, о чем нам рассказала адвокат Лариса Криворучко. И вернемся опять же к нашей ситуации. В своей жалобе в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры Лариса Криворучко указала на следующие ключевые факты. Согласно профилю адвоката Вороняк в Едином реестре адвокатов Украины, право на занятие адвокатской деятельностью Вороняка было остановлено согласно пункту 3 части 1 статьи 31 Закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности с 26 декабря 2025 года по 26 января 2026 года на основании решения номер 381/25 Дисциплинарной палаты КДК Волынской области от 26 декабря 2025 года. Кроме того, согласно профилю адвоката Сулеймы в Едином реестре адвокатов Украины, право на занятие адвокатской деятельностью было остановлено согласно пункту 3 части 1 статьи 31 Закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности с 20 марта 2025 года по 20 мая 2025 года на основании решения Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры номер 3-009/2025 от 20 марта 2025 года, которым внесены изменения в части примененного дисциплинарного взыскания к решению Дисциплинарной палаты КДК Ивано-Франковской области номер 47/15/2024 от 27 ноября 2024 года. Согласно пункту 3 части 1 статьи 31 Закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности, именно об этом вот говорит Лариса Сергеевна Криворучко,
право на занятие адвокатской деятельностью останавливается в случае наложения на адвоката дисциплинарного взыскания в виде остановки права на занятие адвокатской деятельностью. При этом, согласно пункту 3, части 3 статьи 31 этого закона, право на занятие адвокатской деятельностью останавливается с дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры соответствующего решения. Согласно частям 5 и 6 статьи 31 Закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности, в течение срока остановки права на занятие адвокатской деятельностью адвокат не имеет права ее осуществлять. Сведения об остановке права на занятие адвокатской деятельностью вносятся в единый реестр адвокатов Украины. И что самое важное в этой ситуации для нас с вами по материалу вот этого моего видео: договор о предоставлении правовой помощи, заключенный адвокатом с клиентом и лицом, которое заключило договор в интересах клиента, прекращается. Ну, по-украински это звучит «припиняется», да? То есть, если лицензия зупиняется, то договор припиняется, то есть прекращается в случае остановки или аннулирования свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, кроме случая заключения договора с адвокатским бюро или адвокатским объединением. В этом случае главой адвокатского бюро или адвокатского объединения осуществляется замена адвоката. Ну, а насколько мы знаем, договор между Еленой Зинченко и Сулимой, и Еленой Зинченко и Вороняком были заключены непосредственно с Сулимой и с Вороняком, но не с адвокатским бюро. Таким образом, друзья, адвокат Лариса Криворучко прямо указывает, что Сулима и Вороняк оказывали правовые услуги Вячеславу Зинченко без надлежащих законных полномочий, что расценивается как грубое лишение подзащитного квалифицированной правовой помощи. По данному факту уже подана жалоба Ларисой Криворучко в квалификационно-дисциплинарную комиссию коллегии адвокатов. Однако, друзья, для полного восстановления правовой ситуации недостаточно только такой жалобы Криворучко. Необходимо направлять официальные запросы в банки, получать выписки по карте матери Вячеслава, проводить аудит собранных и потраченных средств. К сожалению, пока мы этого не наблюдаем. Ни Елена Зинченко, ни Татьяна Мусихина с ее компанией, ни Лариса Криворучко не занимается возвратом средств, пожертвованных на юридическую помощь Вячеславу Зинченко, на оплату адвокатов и на составление рецензий и экспертиз. Ничего этого нету. Что мы имеем в сухом остатке? Жертвователи, перечислявшие деньги на защиту Вячеслава Зинченко, оказались обманутыми. Вы же понимаете, что услуги, которые оказывали Сулима и Вороняк, они являются вне закона. Поэтому и средства, которые получены Сулимой и Вороняком, тоже незаконное вознаграждение. Эти средства должны быть возвращены. Поэтому нужно говорить, что в сухом остатке мы также имеем, что целевые средства, по всей видимости, использованы не по назначению. Татьяна Мусихина, кроме всего прочего, по имеющейся информации, она подтверждена была и самой Татьяной Мусихиной в свое время, у меня есть об этом видео, Татьяна Мусихина присвоила
10 тысяч долларов целевых средств и от своего уже имени заключала договор об оказании юридических услуг с ее знакомым адвокатом. Сейчас я не буду называть фамилию этого адвоката, но данные подтверждены самой Мусихиной. Это договор Мусихина заключила, не имея на это никаких правовых оснований. Мусихина и компания сейчас активно пытаются представить все как неприятную ситуацию и недоразумение. Вы видели это видео, как она говорит, что она призывает будущих клиентов Сулимы и Вороняка не иметь с ними дела. А ситуация, значит, деньги уплачены, деньги потрачены, кто их будет возвращать? То есть это неприятная ситуация, так сказать, и, так сказать, недоразумение. В прямых эфирах Мусихина призывает потенциальных клиентов не обращаться к Сулиме и Вороняку в будущем. При этом ключевой вопрос остается без ответа. Где деньги? Кто сколько внес? Кто и на что их потратил? Где детальные отчеты по датам, суммам поступлений и расходам с подтверждающими документами? Отсутствие таких отчетов при наличии серьезных подозрений в присвоении и растрате целевых средств Мусихиной, Сулимой, Вороняком выглядит как попытка скрыть следы. Поэтому я, юрист Валерий Табаков, официально требую: первое, полного финансового отчета по всем собранным на карту матери Вячеслава Зинченко средствам с указанием дат поступлений, сумм плательщиков по возможности и всех расходов с приложением подтверждающих документов. Второе. Отдельного отчета по расходованию 10 тысяч долларов, которые по имеющимся данным были присвоены Татьяной Мусихиной. Это средства тоже целевые на юридическую помощь Вячеславу Зинченко, которые Мусихина не имела права использовать. Третье. Публичных объяснений от матери Вячеслава Зинченко и Татьяны Мусихиной по фактам отсутствия договоров и полномочий у предыдущих адвокатов. Четвертое. Проведение независимого аудита собранных средств с привлечением третьей стороны до тех пор, пока не будут предоставлены прозрачные отчеты и не будет проведена полная проверка. Любые заявления Мусихиной и компании о призывах не обращаться к тем или иным адвокатам выглядят как попытка отвлечь внимание от главного, от судьбы собранных людьми денег. Это не просто неприятная ситуация, это ситуация, которая имеет все признаки мошенничества и присвоения средств, собранных на благое дело, защиту человека. Жертводатели имеют полное право знать правду. Я призываю всех, кто переводил деньги, присоединяться к требованию отчета. Прозрачность – единственный способ вернуть доверие и очистить ситуацию. Я готов оказывать правовую помощь всем пострадавшим жертводателям в рамках действующего законодательства. С уважением ко всем вам, друзья, юрист Валерий Табаков. Будем следить далее за этим увлекательнейшим делом об убийстве Ирины Фарион. До новых встреч, друзья!